Привет всем! Сегодня у нас котик Вилли делает трюки, а мы с вами посмотрим, как кот Вилли общается со своим другом Лабрадором. Это во второй половине ролика. А мы с вами побываем в Осиахе, на озере Осиах. Посмотрим на орхидеи и на природу. Вот, смотрите, вот этот фрагмент вот этого общения визуального будет подробно про это и на реакцию котика Вилли. А мы с вами посмотрим на веселых котят, как они играют. Это видео подписчика и хорошего друга Гая Кларка из Калифорнии. Котик Вилли, видите, он такой очень осторожный и внимательный. Такая двухходовочка. Это будни котика Вилли в венской квартире. Вот сейчас он направится в шкаф, чтобы там поспать. Это у него такой предобеденный сон. Вот так. И все, часа 3-4, пожалуйста, не беспокойте. Это он вечером пытается разглядеть там лабрадора. Смотрит, вышел он или нет. Вот, по вечерам его не часто выпускают, поэтому котик, скорее всего, не застанет его. Поутру надо. А мы с вами едем в Каринтию на озеро Осиах. Надо просто проверить, как там дела. У меня там было пару встреч. Мы буквально на один день съездили. Посмотрим, что там происходит. Там вернулась зима. Как раз в день нашего приезда выпал снег. Ночью было -7, но днем +5. Вот видите, какой-то иней на пирсе. Так. Это у нас кто-то нарыл, пока Вилли там зимует по городским квартирам. Кто-то тут явно занимается. Бесчинствует, да. Вредительством занимается. Ну так, в районе воды. Там повыше еще один есть. Вот. Повыше тоже есть, да? Да. Ага. Вот как-то вот я свежих не вижу. Ну ладно. Разберемся. Вилли приедет, разберется. Да. Как тут в наше отсутствие орхидеи. Орхидеи просто великолепно. Ничего себе. Ага, вода на грани, ну, воды мы точно рассчитаем. Цветы, цветет, елки-палки. Вот нас не было около, 3 недели. Прекрасно. Вот с этими стряпками система работает. То есть тазик, внизу вода. На брусках стоят эти горшки пластмассовые с орхидеями. Прекрасно пережили. 3 недели. Нормально. Вот мы опять собираемся отлучиться. Так, я в кадр не попадаю, надеюсь. Вот. Вот горшки стоят на таких брусках деревянных. И налита вода, тряпочки опущены, по тряпочкам это. Такая примитивная совсем система, но работает. Абсолютно хорошо работает. Так что на 2 недели, на 3 недели хватает вполне. В этом году самая низкая температура зимой была -9. У меня термометр, градусник такой электронный, который показывает максимальное минимальное значение. Вот минимальное значение за зиму было -9. Максимальное значение было +15. Вот в один из дней, видимо, разогрелось. Озеро так и не замерзло за всю зиму. Лебеди, которые не улетели, не прогадали. Я про это видео недавно выпустил. То есть они отлично перезимовали, без проблем. С кормом проблем не было. Вот. И перелетные утки тоже остались на озере, дальше не полетели. Как видите, вот, вид такой симпатичный.
Все-таки как дачный вариант, Каринтия, она идеальная. В общем-то, при австрийских расстояниях все это достаточно близко, и люди все больше интереса к Каринтии постепенно застраивается. Вот смотрите, вот этот участок – это пляж. Сзади за дорогой есть гастхаус, отель. И у них вот этот пляж для своих постояльцев. Вот. А сейчас почему-то они убрали живую изгородь. Тут была от тротуара, откуда я снимаю, была живая изгородь отгораживалась. Сейчас ее убрали или обновляют, или что-то задумали. Но вот такой участок, это от 1,5 до 2 миллионов. Так, без дома, просто пустой. Но он небольшой относительно, это он метров 800 квадратных. Ой, какая красота кошачья. Ой-ой-ой. Ой, какая красота кошачья. Ой-ой-ой. Ой, какой котенька красивый. Ну давай, перевернись еще раз. Ой, ой, какой красивый мальчик. Ой-ой-ой. Ну ты мой маленький. Да. Да, смотрите на него. Красавец. Ну, котик Вилли исполнил нам свой танец, называется «Дайте креветку». Вот. А этот его дружбан сидит на балконе. У этого балкона не было изначально, естественно, он сильно отличается от архитектуры дома. Он во внутреннем дворе, и как-то они смогли его согласовать. Ну, в общем-то, он фасада не портит, так как выходит во двор. Вот. И на этом балконе у них такой цветник. Они всю зиму у них там вот эти растения. И пес. Выпускает пса. Пес такой добродушный, я с ним часто встречаюсь на лестнице, в подъезде. Он подбегает, руку лижет, весь такой хороший. Как-то мне об штаны натерся, я зашел, котик учуял, и у котика шерсть дыбом, и он стал на меня так делать. Устрашающе. Вот, сейчас мы посмотрим их общение визуальное, их дружбу. Вот. Все это происходит по утрам, где-то 7-8 утра. А я обычно в это время сплю. Ирина поднимается раньше, а я сплю там до 9. Соответственно, я никак не мог заснять. И вот сегодня буквально вот чудом. Я вчера пораньше лег, сегодня раньше встал. И вот такое чудо. Ну, котик оборачивается на меня. Обычно меня нет, я не присутствую при этом. Вот. И вот у них сидят и пялятся друг на друга. Причем котик не издает никаких звуков, ничего. То есть он молча на него смотрит, это сосед, и как бы он на него рычать не надо. Вот. Но хвост, смотрите, вот хвост говорит, что котик немножко нервничает. Вот. И пес на него не отрываясь смотрит. А там еще в доме живет маленькая собачка. Очень такая скандальная, как все маленькие собачки. Вот ее, когда водят там через внутренний двор, ведут, она все время лает. Лает, просто верещит аж. И вот когда кот его слышит, вот Вилли как слышит ее, видит, он начинает так говорить. Такие вот утробное рычание такое. Ему не нравятся маленькие собачки. А вот с лабрадором у него вполне нормальные такие отношения. Ну, они пока только так, дистанционно знакомы. Ну, развлечение для обоих. Вот смотрите, тот отвернулся и Вилли отвернулся. Все, смотрят в бок. А вот это у нас видео, которое прислал Гай Кларк. Он живет в Калифорнии с семьей, с женой Лорой. И у него мейн-куны. Началось все довольно давно. Он прислал фотографию своего мейн-куна, кота Сергея. Сергей в честь Прокофьева. А вообще-то Гай, он музыкант. Вот. Соответственно, вот в честь музыканта, в честь композитора Прокофьева он назвал кота Сергеем. А вот смотрите, маленькие котята, вот у них недавно появились котята Феликс и Фанни. Вот. И сидят, мнут живот Лори, как они делают, любят, мягенькая такая, лапами, вот так, лапами. Ну, у них веселое хозяйство. Гай, спасибо тебе за видео, за красивых котяток. Теперь, вот смотрите, у меня на канале несколько линий сюжетных. Лебеди, котики, одна линия,
недвижимость, путешествия, финансы, все это другая линия. Я их совмещаю. То есть, если видео про животных вышло сегодня, то завтра может выйти про что-то другое видео. Но видео про животных все равно будут продолжаться раз в неделю, обязательно что-то выходит про котиков и лебедей. Так же, как про бизнес, про финансы, про жизнь. Ролики выходят регулярно. Поэтому давайте будем совмещать. В общем-то, если не вы увидели что-то, что вам не очень интересно, не переживайте. Пройдет пару дней, увидите то, из-за чего вы на канал и подписались. На этом все. Заходите ко мне на Инстаграм и успехов вам!